Будешь желание загадывать? Да? Я же вам говорю, это больная тема. Держите торт. Давай, ты хорошо подумала, что хочешь Тихо. загадать? Ну нет, почему об стенку головой меня били даже. Желание загадала? Да. А какое желание, если не секрет? Друзья, всем привет! Сегодня мы вам хотим рассказать одну историю, которая нас удивила. На днях я познакомился с командой фонда «Мамино сердце», которые мне рассказали историю про маму, которая росла в детском доме, и ее двух детей, Артема и Вику. Так вот, у Вики сегодня день рождения, ей исполняется 11 лет. И что нас удивило в этой истории, что она на свой день рождения попросила, чтобы ей подарили какой-нибудь красивый блокнот и ручку. Эта девочка не попросила себе какой-то новый смартфон, новую одежду, либо еще какие-то гаджеты, а попросила самые элементарные вещи. Услышав это, нас заинтересовала эта история, и мы хотим познакомиться с Викой, ее мамой. Поэтому прямо сейчас мы начинаем готовиться ко дню рождения. Приятного вам просмотра. Мы сейчас приехали в книжный магазин, хотим взять дневник, который мы дарили Лизе, в котором можно писать не просто как ежедневник его вести, а можно ставить цели, там много всего интересного, то есть там прописываются странички. Возможно, еще сейчас посмотрим книгу какую-то тоже интересную для девочки, поучительную, с каким-то смыслом. У нас начинается опять наша рубрика по запаковкам подарков. Мы уже опаздываем, нам нужно купить еще воздушные шарики. Продуктов, конечно же, им привезти, и тортик, как же без тортика на праздник со свечечками. Вот, еще очень много дел, и нужно все успевать, потому что день рождения вовсю идет, а нам еще нужно много всего сделать. Итак, мы все взяли: блокнот, ручку, тортик. Я думаю, Вань, давай возьмем, наверное, еще что-нибудь. Какую-нибудь машинку на пульте управления для Артема. Конечно же, шарики нужно будет купить. Какую-то мягкую игрушку тоже привезти Вике. Ну, чтобы у нас такой был мини-набор. Смотрим, чем может быть помочь, еще что-то привезем. И так как времени сейчас очень мало, нас к 4 часам уже ждет Лейла со своими детьми. Я предлагаю быстренько поискать что-то в интернете, чтобы сейчас не мотаться по магазинам. Тогда прямо сейчас мы воспользуемся e-каталогом, найдем все необходимые подарки и сравним цены в разных интернет-магазинах. И, кстати, когда мы покупали телефон для Лизы, найти самые выгодные цены у продавцов нам помог e-каталог. Там можно выбрать любой понравившийся вам цвет, выбрать объем памяти, который вам необходим, и посмотреть, в каких магазинах его можно купить. Естественно, цены на товар отличаются в разных интернет-магазинах. И я вам рекомендую выбирать не по самой низкой цене, а ориентироваться на рейтинг продавца, чтобы у вас потом при получении не было каких-то проблем, либо с доставкой, или с наличием товара. Поэтому лучше вот смотрите на рейтинг. В общем, спустя 5 минут мы определились с подарками. Сейчас поедем, заберем их у продавцов и отправимся дарить их Вике и Артему. Ссылку на e-каталог для тех, кому интересно, я оставлю в описании, и там вы найдете все, что вам нужно. Да, все очень плачевно, но вы заходите. Ничего страшного. Тебе вот подарочек. Здесь тортик. Сейчас будешь дуть свечки, загадывать желание. Здрасте. Привет, я Игорь. Я Артем. Артем. Я Ваня. Ваня. Очень приятно. Будешь желание загадывать? Да? Держите торт. Давай, ты хорошо подумала, что хочешь Тихо. загадать? Да. Визуализировала желание свое? Да. Хорошо? Давай. Раз, два, три. Ура! Молодец! С днем рождения! У меня день, Вика. Спасибо. Нам сказали, что она хотела, что она загадала себе на день рождения. Что нас как раз в этой ситуации и удивило, что ребенок попросил вот такие простые вещи. Мы просто не знали, что еще привезти, поэтому сразу взяли мягкую игрушку, шарики. Что здорово, что в этом дневнике, вот тут есть книжка,
Она вот как раз вот для подрастающего поколения тоже подходит. Там очень много вот правильных, интересных вещей рассказывается. Я думаю, тебе будет интересно потихонечку читать. А в дневнике здесь можно посмотреть. Вот здесь заполни анкету. Мечты важно визуализировать. Представь себе в мельчайших подробностях. Чем я хочу заниматься. Как будет проходить мой день. Вот здесь очень много страничек. 10 способов добиться своей мечты. Здесь можно расписывать. Этот дневник сделали по этой книге. Поэтому потихонечку читай. И почему взяли еще ручки всякие разноцветные, чтобы ты здесь в дневнике могла что-то, может быть, нарисовать, подчеркнуть, подметить. Я думаю, будет интересно. Мне нравится все. Очень красиво. Рисунок нарисовала сегодня. Дерево розовое есть. Оно мое любимое. У него серединки такие розовые. Это она сама сложила или кто-то из вас? Где? Фломастеры, книги. А это она сама все складывает. Все аккуратненько поставила. Творческая личность. Да, она. Я прям это... Молодец, Вика. Мне мама тоже Видно, Маш? хорошо. Сдавался, в общем, дом здесь. Вообще вот так был угловой, только столик. И ничего больше, по-моему, даже не было. Все остальное они сами красили и белили. Не, видно, что рука приложена здесь. Уютненько, шторы вот тоже. Прям она убирается, она чистюля, то есть у нее бардака Даже вообще не никогда представляю, нет. что здесь раньше, как это здесь выглядело. У меня Все есть было фотографии. засалено, зачернено, Тут даже потому что пол из-за печи. были доски. Угу. Ты видела это, помнишь? Да. Маме помогала красить? Да, я люблю красить. А можно вас спросить и отвлечь от вашей съемки? Может быть, чай попьем? Не надо снимать. Умка маме от Вики. Мама, я тебя люблю. Желание загадала? Да. А какое желание, если не секрет? Что все было хорошо. Мы очень гордимся Лейлой, что она смогла раскрыться перед нами и рассказать свою непростую историю. Расскажу вам по секрету, что изначально Лейла, она была не против, чтобы мы пришли и поснимали только ее детей. А насчет себя она была категорически против. Причина этому очень простая и лежит на поверхности. Дети, которые воспитываются и растут в детских домах, они становятся очень закрытыми. Таким людям очень трудно открыться перед незнакомыми для них людьми. Также заводить новых друзей, общаться, доверять кому-то, так как многих из них предавали и делали больно. Все это научило их никому не доверять и надеяться только на себя. Я, знаете, о чем хотел поговорить? О вашем детстве. Понимаю, что сложно, наверное, возвращаться в эти моменты, но вот нам просто хотелось бы узнать, вот как так случилось, что вы в детдоме оказались? Подошло время уже, когда мне нужно было поступать в 1 класс. И моя мама решила, что она меня отдаст в школу-интернат, так как она, видно, понимала, что программу не вывезет эту. И мы поехали в ближайший интернат, и там ей сказали, что по соседству есть приют, в котором вообще детей можно не забирать даже на выходные. Мама решила, что проще, наверное, для нее не забирать даже на выходные, и все, и она меня отдала в приют. Не детский дом. То есть... Ну да, сначала был приют, потом второй приют, потом был детский дом. Их прав не лишали родительских, ничего? Да, мою маму долго не лишали родительских прав, так как она никогда не выпивала, и поэтому долгое время ее жалели и не лишали родительских прав. В первом приюте я прожила 5 лет, во втором 4 года я прожила, и после этого приюта я прожила год в детском доме. И только под последний год, да, перед детским домом ее лишили родительских прав, так как все это время не могли лишить, потому что ее жалели. Из-за того, что, по сути, она как бы порядочная была, только просто не хотела работать. Нужны же были финансы для содержания детей, вот. У нее таковых не имелось. Вы говорите, что мама пыталась забрать, но не разрешали органы. А отец в этот момент, где он был? Отец был в Азербайджане, но мама про него вообще ничего не говорила. Ни я о нем не слышала, да, пока что мне не исполнилось 27 лет. Мама русская, а папа азербайджанец, получается? А в 27 лет, вы говорите, узнали, что... Да, меня нашла моя двоюродная сестра. Она сказала, что папа мой всегда нас искал и что он хочет с нами общаться.
Но так как он уже слишком взрослый, он не понимает вот этого ничего в интернете, поэтому она и нашла нас. Вы сами хотели бы с ним вот как-то найти его? Да, всю жизнь свою только об этом и мечтала. Ну, давайте глубоко не будем, потому что, я говорю, это больная тема для меня. А если мы вам поможем? Он умер. Я же вам говорю, это больная тема. Всю жизнь хотела найти, и когда нашла, он умер. Вы нас простите, что мы тему такую затронули. Да ничего, я стараюсь вообще не вспоминать. Вот это все сделала я. Замазала все я, вот, ну вот по мой рост где. Всё смогла. Покуда можно. Мгм. Да, печку вот эту все обмазала. Ну, то, что темное, ну, это Это нога. блин. Да, это просто чаще всего еще говорю, что отсюда падает, раз смел, оно же все равно заметается, она темная. Ну, она и светлая, это и не бывает печка. Утеплитель тут летом я сама положила, вот этот Мгм. был у меня. Кем хотели бы, где бы работать? Мне нравится, говорю, с собаками. Я люблю собак. Мне нравится, когда они у меня вот дома, мне так комфортно, и все. Я дома, дети при мне, собаки рядом, и все. И деньги, как бы, и ты. Ну да, но просто много же собак тоже не возьмешь. Ну, 2 максимум здесь Ну можно. да, ну конечно, я больше ты, как бы, конечно, я понимаю, что как там. Нет, Тяжело. следить за ними надо, 2 глаза только. Мгм. Я могу просто оставить тогда свои социальные сети. Если ко мне будут обращаться кто-то, вот дайте мне номер Лейлы, мы там хотим ей отдать собачек, я буду на вас тогда переправлять. Вот эту душевую кабину сами собирали? Да. Ну, помогал кто-то? Нет, я сама. Прям одна-одна? Да, прямо. И одна. подключали все к воде, ко всему? И ключом крутила сама. Уже и розеткой, наверное, научились Да, прикручивать, вот и здесь я сама свет, себе и прикрутила. красить, и белить, и Да. вот даже вот такие непростые вещи. Не каждый мужчина соберет. То есть уже опыта прям ого-го. Да. А что про маму сказать? Просто, что я ее редко видела, вот и все. И когда мы были даже рядом, между нами все равно какое-то было напряжение, С мамой? да, обиды у меня к ней, в ее сторону. Когда вот вы жили в детском доме, потом из него вышли, и сейчас вот с какими трудностями вот сталкивались? В детском доме трудности? Не помню, нормально все было. То есть, в принципе, и относились хорошо педагоги. Вот как... Ну нет, почему? Об стенку головой меня били даже разок. А вы говорите, все хорошо. Нет, да это нормально. Но это... Ну а как им еще было воздействовать на нас, чтобы мы слушали? Они же как бы, ну блин, я только сейчас понимаю, что они были за нас, чтобы с нами ничего не случилось, мы просто этого не понимали. Они как мне женщина могла, как меня на место поставить, чтобы хоть я маленькой там что-то, хоть ее боялась, там слушалась, как? Об стенку головой ударила разок, уже боишься. Просто не хватало вот этого внимания, заботы, любви со стороны взрослых. Ну как, вот ребенок живет в семье, без разницы, папа, мама, все равно ты чувствуешь эти, ну, ты испытываешь это от них любовь. А в приюте, про детский дом не могу ничего плохого сказать, в приюте было такое, что, ну, такое чувство было, что всем всегда на тебя пофиг. Тобой никто не хочет не заниматься, ну, вообще ничего. Ты сам вот по себе. А отношения вот с другими вашими сверстниками, как они строились? Всегда по-разному, со всеми по-разному. Ну как в детском доме? На унижении. Вы понимаете, нужно, вот ну как? Как ты сделаешь так, чтобы к тебе относились вот, ну хорошо, когда ты приезжаешь, а там такая вообще... Когда вы новенькие становитесь. Да, самое вот, да, такое, это в самом начале, когда, ну, они пытаются прощупать тебя, какой ты. А я приехала, ну какая я была? Я всегда такая была, такая красотка. Везде нужно мне было, чтобы внимание было все на мне. А там просто ты приезжаешь, и там вообще то, чего ты не ожидал. Там тебя сразу вот, тебя как-то вот загоняют в угол и смотрят вообще, как ты будешь на все реагировать. Либо ты упадешь вниз, либо ты вот, ну, будешь с ними на одном верху, и все, и там уже все от тебя зависит. И тебе могут просто такое делать. Когда они пытались понять, кто ты, ну, это там вообще не такое. То есть это как на зоне, грубо говоря, только Да. среди детей? Да. Примерно такие же понятия, отношения. Да. Мгм. И если ты там себя показал как слабый, к тебе относятся... Да, тебе также будет относиться. Ты будешь, я не знаю, там за всеми Убираться. убираться, пол мыть, там стирать их вещи, бегать им сигареты искать. Пьют, когда захотят.
Да, бьют, когда захотят. В приюте, когда я убежала, с другой девочкой с приюта сбежала, нам было лет по 12. Потому что мы просто уже не хотели там жить. Это у меня, наверное, раз был 4-й, когда я сбегала. Через 5 дней нас поймали. Уже за 70 километров от этого приюта полиция. И вот повезли обратно. Ну, до этого завезли нас в полицию и начали опрашивать. И я им сказала, что мне просто не нравится отношение к нам в приюте, что нас там обижают, унижают. Он говорит, что правда? Я говорю, да, правда. Он говорит, хорошо, я типа разберусь. И мы когда приехали в приют, вот девочки говорят, что вы их обижаете. Он говорит, да нет, вы что, кого? Мы их вообще не обижаем, да мы их любим. И только этот полицейский вышел с приюта, и в нас полетело все, что вообще было рядом. Любишь этих кошечек, да? Да, Заботишься о них? да. А как зовут? Это Моня, это Петя, это Оля. Они все подобраны с улицы. Вы их просто раз покормили, и они привязались? Нет, мы их просто прям взяли сразу себе. Вам же самим тоже нужно там как-то кушать, покупать одежду, а вы еще и на себя ответственность за кошек взяли. Кормите, ухаживаете, потому что многие бы взяли, выкинули бы за порог. Один котик нашему Моне вот тут поцарапал за глазик. И он у него опух. Мама ездила к ветеринару. Лечила? Да. Ему даже такую круглую штучку сделали, чтобы он Не чесал, не да. чесал. Лейла прям она говорит, все как есть, прям не увиливает, как-то, понял, да, о чем я говорю, заметил? Это тоже такое качество нужное и правильное, я считаю. Из тех, кто вот с вами был, вы про них что-то вообще знаете, как у них жизнь сложилась? Знаю, многие, в основном парни, они по несколько раз в тюрьмах сидели и сидят. Девушки, есть кто, прям нормально живет, есть кто даже умер от скитаний. Вы же, получается, все равно росли и воспитывались без какой-то заботы и ласки от родителей. Мгм. И вот вы, когда сами стали мамой, понятное дело, было сложно, было понимание, как вот это все проходит, потому что вы же на себе это все не прочувствовали. На то время жила уже в приюте для матерей, в основном тех, кто из детских домов, кому еще жилье не выдали. Там нам просто объясняли, как что надо делать с детьми. Работа с вами. Да. Да, нам по ходу дела все объясняли. Ребенок рос, нам объясняли, чем кормить, как, что вообще с ребенком делать. Вот так. Я вообще первый год даже не понимала, что я мама. Пока что ребенок, не сказал мама. То только тогда до меня дошло прям вот конкретно. Трудности, вот какие были в момент, когда появился ребенок, и вы же год пробыли в этом центре, Да, потом получили квартиру, да. и вот когда начали, вот уже столкнулись, что с самостоятельностью полностью, да, вам никто там не помогает. Я нашла выход. Я поступила учиться. На менеджера сначала училась, потом закончила на штукатура-маляра, потом вернулась учиться на кинолога. Там я сразу решила свои все проблемы, заселилась в общежитие. Я училась хорошо, и мне разрешили, чтобы я взяла ребенка с собой жить в общежитие. Просто у вас же было жилье, дали квартиру, Да. но при этом вы пошли учиться и... Да, чтобы не жить в деревне. Потому что там все... Да, там все, там мне финансы мне платили. Да, мне платили как детдомовской, вещи на продукты. Я из этих денег платила няне за ребенка, и остальное мне оставалось на жизнь, мне хватало всего. А когда начались трудности, в какой момент? Когда появился второй ребенок, я закончила колледж, уже у меня ребенку был 1 месяц. Мы переехали в мою квартиру в деревне вместе с моим молодым человеком. Он не хотел работать, и все те деньги, которые были у меня накоплены, уходили в минус, но плюса никакого не было. На этой почве мы начали ругаться, и через какое-то время просто мы разошлись. Я уехала из деревни, в городе сняла квартиру, все потихоньку жила. Хоть дом и старенький, есть определенные проблемы, но это лучше, чем... Да, но тут уже все Чем свое. комната, Вот да. без разницы, даже туалет на улице, но это мой туалет, я знаю, что Да. он чистый, Да. как говорится. Даже когда я приехала в этот дом, я даже была согласна жить в нем, какой бы он ни был, но только не возвращаться в то, в чем мы жили. Когда жили в приюте для матерей, отец как-то... Вы еще вместе были в то время, или у вас уже какие-то недопонимания были?
О нем бы я не очень хотела рассказывать. Эту тему не будем обсуждать. Если вы потом сами захотите, будете готовы, вернемся к этому разговору. Получается, если вы объединитесь со второй собственницей, вы сможете гораздо дороже продать, Да. Потому что уже будет полностью вся земля, с домом они дом снесут, неважно. Да. И у вас будет больше возможностей, соответственно, что-то взять себе получше. Артемка, у нас для тебя тоже подарок есть. Спасибо. Пожалуйста. Открывать будешь? Да. Как думаешь, что там находится? Не знаю. Мой монстр трек. Я себе такой хотел джип. Дома буду играть. И прямо сегодня. Вау, это на пульте управления. Такое умеешь управлять? Да. Спасибо за подарок. Пожалуйста. Идет так. Ну, будете придумывать какие-то препятствия. Можно выстроить, допустим, дорожку и объезжать. Кто лучше объедет, кто быстрее объедет. Тоже будешь играться? Да. А живете на что вы? Ну вот, я то, что работаю. Где-то просто подработки? Да, это просто подработки. У меня, знаете, вот в чем все дело? Дело все в садике. И дело все в том, что Артем вот сейчас, слава богу, вот в этом году прям, хорошо, что он не болеет так, как он болел в том году, позатом году. Мы за все его 6 лет, 8 раз у него только бронхит был. И поэтому у меня всегда было напряжно с работой. Кто тебя будет держать вот так вот, когда у тебя ребенок постоянно болеет? Мы каждый месяц болели. И получается, ты постоянно дома. И поэтому и получалось так, что мне приходилось выбирать ту работу, где вот ты пришел, отработал, да. Или кто-то там позвонил, там подменить его где-то, все. Что за Ну и наличку. сейчас вот где-то вы так же и работаете. Да, сейчас тоже так же. Мы от себя подумаем, чем мы могли бы быть еще вам полезны. Если понадобится помощь, вот когда уже начнете продавать, мы можем, говорю, вот дать своего хорошего знакомого риэлтора, который вам поможет, не возьмет ни комиссии, ничего. Они вам помогут продать, помогут найти, подобрать вам жилье. Мы вот вам с радостью в этом поможем и хотели бы, может быть, к вам потом позовете нас в гости, посмотреть, как у вас там вы обустраиваетесь. Может быть, мы тоже Да, чем-то без чем-то проблем. поможем. Покажешь нам, что ты умеешь? Ты где научилась вот эту? Это меня подружка научила. Я начинаю с самых прям азов, с нот, а потом уже. По очередности как бы можно, конечно, запомнить, но я лучше с самого начала. С Анной обсуждали, что органы, вот соцопеки, еще какие-то, что они очень подозрительно относятся вот к те, кто вот выходит из детских домов, из таких учреждений, что они считают, ну как мне сказали, что они считают, что вот, не может мама там иметь детей, что из нее плохая мама может получиться. Вы вот как вообще к такому? Как? Ну я реально на все это смотрю, если вижу, что конкретно какая-то женщина плохая, как вижу, так и говорю, если она плохая, да, она плохая мама. Есть же и хорошие, всякие разные. Они, скорее всего, наверное, основываются на том, что очень маленький процент, Да, очень те, кто маленький выходит из процент, детдома, что они да. могут построить нормальную семью. Ну да. И поэтому очень трепетно, наверное, и внимательно относятся к таким семьям. Ладно, мы поедем. Да, да. Все, приятно было познакомиться. Самое главное, что дети довольны. Лишнее вот, когда вот это дарят много, надо мало, меру, а то они Не, ну мы же в меру. у них и так все есть. Вроде бы. День рождения, ладно, сегодня можно. Почему еще вот мы уделили какое-то внимание девочке, Вике, Артему, что они же это запоминают, что просто Конечно. незнакомый, грубо говоря, человек приехал, сделал им какие-то подарки, а у них это все откладывается же в будущем, когда они подрастут, они могут делать что-то подобное для других Да. тоже незнакомых людей. То есть для нас это не сложно уделить внимание, но для них это в будущем может прям это все отложиться, сказаться. Мы вот очень на это надеемся, что вот эта цепочка, она будет дальше вот так продолжаться. Да, я тоже надеюсь. Спасибо вам большое, что все равно собрались силами, не постеснялись, рассказали про себя, про свою жизнь. Мы точно знаем, что в вашей жизни все будет хорошо. Мы прям в это верим. Не стесняйтесь, если что-то понадобится, звоните. Хорошо? Все, хорошо. Ладно, до свидания. До свидания.
И что хотелось бы отметить, что Лейла на протяжении всей нашей беседы, она ни на что не жаловалась, ничего у нас не просила. Хотя мы все с вами прекрасно понимаем, что, конечно же, ей одной с 2 детьми очень тяжело. Их путь к счастливой жизни еще не закончен. Но самое главное, что они не останавливаются на достигнутом. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Анне и ее команде, которая помогает этой семье. С Лейлой мы будем держать связь и в скором времени обязательно с ними увидимся. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм _Игорь. Я вам там всем буду очень рад. Увидимся с вами в следующий вторник в 17:30 по московскому времени. Всем пока.